Привет, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Aquilon Pro. Сегодня я хочу продолжить серию цикла «Строим дом шаг за шагом». Хочу вам рассказать о том, на что стоит обратить внимание при компоновке комнат уже в проект дома, какие моменты следует учитывать, чего следует избегать и на что стоит обратить внимание. Этот вопрос мы будем рассматривать с точки зрения того, что хочется хозяйке дома и что хочется хозяину дома. Начнем с хозяйки. Многим хозяйкам хочется иметь просторные спальни площадью 20-25 метров квадратных. Это, конечно, замечательно. Можно создать красивый интерьер, но стоит учитывать, что каждый метр дома не только нужно построить, но еще и нужно отделать. А стоимость отделки начинается от $300 за метр квадрат. Также у женщин есть желание, чтобы при каждой спальне был свой санузел. Это, конечно, комфортно, но следует учесть, что этой же хозяйке нужно эти санузлы будет мыть. За детьми, за гостями. Поэтому, если вы не планируете нанимать уборщицу для уборки всего дома, то стоит задуматься над тем, что действительно нужно. Большой дом требует большого количества мебели, картин, занавесок и других красивостей. Поэтому построить большой дом – это одно, а делать его совершенно другое. Многие хотят видеть в своем доме балкон. Это красиво, модно, можно выйти летом на балкон полюбоваться соседским участком. Но стоит заметить, что в нашей климатической зоне мы можем пользоваться максимум с мая по сентябрь. А воду отводить, снег убирать нужно постоянно. С точки зрения энергоэффективности, балкон является достаточно мощным мостиком холода или тем местом, куда теряется тепло через примыкающие конструкции. Поэтому зададим себе вопрос: если есть сад и терраса, то нужен ли балкон? При планировании будущего дома вы учитываете долгую совместную жизнь со своими детьми. Но проходит 5, 7, 10 лет, дети вырастают, становятся самостоятельными и хотят жить отдельно в своем жилье. Это случается достаточно часто. Поэтому задайте себе вопрос: может, лучше меньше дом и больше участок на перспективу? Теперь, что касается супруга или хозяина дома. Учитывайте, что тепла требует дом полностью, включая комнаты для гостей, бабушек, дедушек, друзей и всех остальных. Очень часто гостевые комнаты пустуют весь год. Определите, сколько нужно комнат, которые будут 100% использоваться целый год. А гости могут переночевать временно в гостиной или кабинете. Высокие потолки – это отлично. Красиво, просторно, есть где дышать, но учитывайте, что теплый воздух поднимается под потолок, поэтому, чтобы комфортно себя чувствовать в помещении с высокими потолками, нужно затратить гораздо больше энергии, чем с высотой потолков 2,60-2,50. Если вы в доме планируете подвал, то кажется, что удобно в нем сделать гараж. Но это только кажется. Потому что зимой выехать по обледенелому пандусу часто становится сложной задачей. Его также нужно постоянно чистить, убирать снег, отводить воду. Весной и летом дождь по нему стекает в подвал. И также стоит учесть, что уклон для въезда в гараж занимает столько же места, сколько и гараж сверху или навес. Многим хочется отдельно стоящей бани. Но если сауна или баня расположены на участке отдельно, то она требует отдельного обогрева, канализации и водопровода. Потому что если ее не прогревать, то все водопроводные трубы лопнут, треснет унитаз и будут остальные неприятности. Часто мы стараемся расположить сауну внутри дома, потому что это отдельный источник для отопления. Прогретая сауна может отопить соседние помещения. Мы экономим на санузлах, на обогреве. Поэтому такое решение более рационально. Окна нестандартной формы с треугольными фрамугами или арочные стоят на 30-35% дороже, чем окна традиционной формы. И также к ним сложно подобрать карнизы, занавески и так далее. Считая бюджет на строительство, отметьте, что коробка дома стоит максимум 50%, а то и 30-35% от стоимости всего дома под ключ.
учитывая благоустройство участка, отделочные работы, коммуникации, забор и все остальное. Кирпичный дом с железобетонными перекрытиями и черепицей на крыше – это отлично, красиво, престижно, но тяжелые конструкции требуют соответствующих фундаментов. Поэтому, если у вас стоит вопрос экономии бюджета, то экономить нужно на каждом квадратном метре и на конструктивных решениях. В некоторых случаях можно легко сэкономить, перейдя на более легкие конструкции. Если участок находится далеко от мест доставки и стройматериалов, то мы экономим как на стоимости стройматериалов, так и на стоимости доставки, которая может достигать до 30% от стоимости всех стройматериалов. Или в некоторых случаях можно отказаться от ненужных элементов дома. Например, машина может неплохо себя чувствовать и без гаража. И для того, чтобы на нее не падал снег, достаточно обычного навеса. Если хотите, можно зашить стены солнцепроницаемым поликарбонатом. В следующем видео я вам расскажу о том, как превратить набор помещений, которые мы определили в предыдущих видео, в проект дома, на что стоит обратить внимание и какие моменты стоит учитывать. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих сериях.